перед началом этого видео хотелось бы выразить отдельную благодарность подписчикам на Бусти. С вами вновь Владимир WD, у нас новый третий эпизод Давида Сты, и у нас в гостях сегодня замечательный человек, тренер, профессионал своего дела Ахиллес, он же Тимур. Здравствуй. Здорово, здорово. Ну что, дорогой друг, самый, естественно, важный вопрос. Как долго ты носил бороду? И вот что теперь будешь брить в случае, если пойдете куда-то на еще один тир-1 турник? Слушай, какой-то таймер у меня не было по бороде. Ну, где-то, не знаю, полгода точно носил. Возможно, даже уже ближе к году, но довольно-таки долго носил последнюю бороду. Давай немножечко пару слов о себе. Как ты пришел к тому, что тренерская деятельность для тебя это то, чем ты хочешь заниматься сейчас? Есть у тебя какое-то профессиональное образование, допустим, где-то курсы тренер проходил или что-то такое? Или попадание тренером в киберспорт это больше такое бурное течение тебя сюда занесло? Сразу про специальное образование точно нет. У меня есть высшее образование, но никаким образом не связано с, скажем так, с киберспортом, либо там психологией, либо что-то еще. Вот, поэтому, ну, я всю жизнь играл в доту, то есть мне с 2006 года, еще в первую доту я играл, там брат показывал, там с друзьями ходили в компьютерные клубы, и в целом как-то мне всегда это была игра близка. Там периодически мог ее там забрасывать, не играть, но всегда как бы плюс-минус возвращался. Вот, поэтому в целом так вот и несло. Конечно, в те времена, те года не было такого еще, не знаю, майндсета или представления в голове, что ты можешь там построить, да, какую-нибудь карьеру или профессию, да, в игре компьютерной. То есть до Мгм. 2011 года, там, до International, в целом вот такого у меня вообще не было в голове, там, что как-то связать с дотой. Хотя в целом я играл там хорошо, на какие-то там турниры даже ездил, но все равно этого понимания в голове не было, что можно там дальше куда-то пойти. А именно, что именно тренером пошел, Мгм. то где-то, наверно, году в 18 я как бы там еще там пробовал собирать всякие миксы своей команды, выступал. И, там в тот момент мне прям было крайне тяжело с деньгами. Мгм. И я думал, так, как мне бы где-то заработать денег, при этом, да, не теряя темпа там в доте. И по итогу там я начал пробовать всякие, ну, тренировать людей за небольшие суммы. Ну, как-то так вот тренировал, и в целом мне всегда давали хороший фидбэк, что я как, ну, со мной очень классно взаимодействовать, как именно как, там тренер-ученик. Я такой типа, хорошо получается у меня. Ну и как-то я такой фидбэк этот получил, и потом так получилось, что я уже, хотел выступить на одном турнире, чемпионат России 19 года. И меня там позвали в команду, всё окей, и там буквально за, не знаю, за пару часов до конца регистрации на турнир меня кикают из команды, Оу. и по итогу я остаюсь без коллектива, а я такой, то есть, ну, разозлился, думаю, что делать. Мне там осталось буквально там 1,5 часа, чтобы собрать команду на турнир. По итогу я начал там звать своих знакомых. И так получилось, что эти знакомые, там, трое из 4 человек, они играли тогда в составе Empire. Э, И по итогу, скажем так, со мной потом связался и их тогда руководитель Стрэнджер, познакомился со мной, там, и так как бы завертелось, закрутилось, что, скажем так, мне дали одну попытку пройти квалы сразу, это чемпионат России. Если не прохожу, то как бы давай удачи. По итогу мы там сразу все прошли, и так по итогу дальше общались, и уже потом мне предложили вообще попробовать себя тренером в составе Empire, и так вот по факту уже и начался мой путь именно как тренера в Dota 2. Мгм. И понеслось. Ну, все-таки бурное Мгм. течение, получается, закрутило-завертело, и случай вот этот интересный. Немножко негативный, конечно, но, как видишь, нет худа без добра. Давай немного здесь вернемся к твоей работе в Virtus.pro. Насколько Мгм. этот опыт помог тебе в вашей борьбе Кримсанычей с последней квалификацией ESL One Бирмингем, которую вы победили? И помогло ли тебе работа с ними, или все-таки какой-то другой опыт позволил тебе справиться с этим коллективом? Да, однозначно, тут отрицать даже нет смысла, что как бы мой один из самых крутейших опытов, да, в плане именно вот в доте, это участие на интернешнале, да, и там получение опыта и взаимодействия, работы с, да, такими мастодонтами доты, как, да, ФНГ, Тёмыч и Серега. Вот. Очевидно, что такой опыт, конечно, мне как бы дал очень много.
Вот, плюс опять же, да, посещение International, когда ты попадаешь на тир-1 турнир, LAN, то ты там, ну, грубо говоря, тоже у тебя открываются какие-то новые, да, взгляд вообще на доту и как вообще там, да, какие другие команды там взаимодействуют, продвигаются и там, да, как выигрывают. То есть все вот эти вещи, когда находишь там уже изнутри, то, конечно, то есть это очень крутейший опыт. Вот, что конкретно, да, против Virtus.pro, что помогло, но трудно сказать. Ну, в целом, вообще так, м, любой, как бы, команда из СНГ, Мгм. она примерно хорошо представляет другую команду из СНГ, потому что все там друг друга, да, там знают, знакомые, с кем-то играли, с кем-то там общаются, там, да, сколько лет уже все, да, вот в одном котле варятся, Мгм. поэтому все чуть-чуть как бы каждый соперник в СНГ друг друга хорошо знает и знает слабые точки, да, и поэтому как бы в целом не сказать, что прям я как-то специализировал там, ну, типа, прям подготовку к Virtus.pro, что вот мы давим на вот эти слабые точки. Такого точно не было, мы больше Мгм. фокусировались на себе, вот, но так как бы команду, конечно, я очень хорошо знал, да, что, как против нее как будем играть и что ожидать от соперника. Ну, это, в принципе, такой, скажем так, брифинг провожу перед каждой любой командой. Мгм. Есть ли у тебя какой-то наставник, допустим, какой-то человек, с которым ты постоянно консультируешься в трудные минуты, или все-таки весь груз ответственности ты привык брать на себя? С точки зрения именно наставника, да, то есть, чтобы вот так вот взаимодействие, Мгм. такого, наверное, у меня человека, к сожалению или к счастью, ну, нету. Как-то так получилось, что я сам такой, не знаю, относительно взрослый, да, уже человек в киберспорте, поэтому скорее у меня, да, есть определенные там, скажем так, не знаю, их ученички, с кем, да, я могу там взаимодействовать, общаться, но не сказать, что прям вот наставник-наставник, но как бы, да, такой более старший человек, который где-то может помочь, да, советом жизненным. А у меня, наверное, такого человека нет. Мгм. То есть ты сам за себя, и за всех, и за своих ребят еще заодно. Это Ну, можно неплохо. сказать так. Это неплохо. Ты отмечал в своем телеграме еще дополнительно такую возможность, которую хотел бы добавить себе как тренеру. Это возможность драфтить. А возможно, еще какие-то вот появились мысли по поводу изменений додерских. То, возможно, стоит дать возможность тренеру как в пабликах вообще участвовать в игре, какие-то подсказки давать, какие-то стрелочки рисовать на карте. Как ты на это смотришь? Ну, вообще, если такое добавят, и такое решат, то это вообще в целом полностью перевернет ну, доту, именно компетитив доту, потому что по факту это реально уже появится шестой, да, именно полноценный реальный игрок уже в конкретной игре. То есть, да, типа, есть тренер, да, можно, грубо говоря, да, типа, чутка их разделять, да, там один тренер там чутка там больше, там, да, такой больше, не знаю, там, сухая какая-то теория, там, да, другой какой-то, может быть, там больше, там, как-то там, не знаю, там, моральные качества у него там какие-то крутые, там, третий, там, еще какие-то там у него свои, там, да, фишки, там, ну, как бы каждый тренер, да, можно сказать, у него какие-то свои, там, да, э, плюшки, приколы и силы, да, то по факту, если такое введут, то уже если уже нужно будет реально уже, ну, как бы, подводить тренера под определенные обязанности, да, что он будет делать в игре и конкретно, да, что как он там будет общаться и так далее. То есть это, по сути, да, это движение, да, игроков по карте, ты будешь полностью, по сути, да, контролировать и вести. Это, э, скорее всего, наверное, если ты будешь, наверное, записывать все тайминги, там, не знаю, там, рошанов, спылов, ну, это, знаешь, такой уже прям вообще другой мир доты, поэтому пока что Мгм. трудно представить, вот. Но по плане драфта, да, это моя болька. Я не знаю, я уже сколько лет на тренере почти всегда драфчу, и у меня в одном месте подгорает, потому что постоянно тебе приходится, ну, через какие-нибудь посторонние программы сидеть с компьютера другого игрока и сидеть там кликать. Это еще я так делаю. Например, некоторые вообще, я удивляюсь, некоторые тренера, я знаю, что они, как сказать, они просто смотрят на драфты и говорят, типа, вот этого забанят, вот этого пикнет забанят. Но для меня это точно нет, потому что у меня обычно все процессы мыслительные у меня внутри головы происходят, и чтобы мне там что-то им еще сказать, что-то там, да, это кому-то вслух, ты теряешь точно драгоценные секунды на драфте. Поэтому Мгм. это, да, это болька. Вот по поводу коммуникации тоже интересный вопрос. Как ты ставишь работу в команде? Ты считаешь более эффективно, чтобы был чистый канал, скажем так, да, в голосовом чате, минимум информации, какие-то супер важные моменты, или же ты говоришь своим ребятам, чтобы они наоборот постоянно кто-то что-то говорил, постоянно от кого-то исходила какая-то информация. Как ты вообще видишь вот именно этот момент? Вообще, в целом в доте
коммуникация и, да, как бы их voice, общение в игре — это, не знаю, это одна из там важнейших вещей вообще, да, типа в доте, в компете. Поэтому здесь нужно максимально фильтровать, да, частоту войса, чтобы была именно важная информация, чтобы, да, была какая-то конкретика, э, как бы проговаривались какие-то определенные важные вещи, да, в игре. Поэтому тут как бы она, то есть нужно, чтобы был чистый канал, но был как-то максимально, да, важной информации. И очевидно, что во время там, да, каких-то уже тимфайтов тебе нужно там как бы, ну, э, обычно это делают коры персонажи, там, у кого там больше всего там дэмэджа или влияния в игре, и как бы они там прям конкретно проговаривают, каких-то персонажей фокусить, там, да, и что делать, и там, и так далее. То есть поэтому здесь как бы оно и так, то есть нужно, чтобы это было. Тут, конечно, такой вопрос сложен довольно-таки. Мгм. И еще ты упоминал помочь развить эмоциональный интеллект также в своем канале. Что ты вкладываешь вот в это понятие и как ты считаешь, как ты оцениваешь влияние этого аспекта на саму игру? В целом, как бы эмоциональный интеллект, он всем полезен, никому не помешал бы, да, и поэтому мы говорим, раз про доту и киберспорт, то очевидно, что эмоциональный интеллект — это, да, это про то, как именно люди могут, да, доносить какие-то свои мысли, как они умеют, да, общаться в коллективе, как они себя ведут в коллективе, как они, да, выполняют там установки тренера, дисциплину. То есть это вот эти все вещи, которые по факту, да, тебе нужно прокачивать, да, и другие свои навыки, да, как личности, да, как человека, как спортсмена, чтобы вот ты, да, рос и как бы, чтобы команда не стала на месте, а развивалась. Потому что там, да, если ты там только дотер, который только-только сидит, да, играешь в доту и больше ничего там не делаешь, и только в ней живешь, то, ну, скорее всего, ну, э, на дальнюю дистанцию где-то будет возникать больше, возможно, с тобой там, с этим человеком будут проблем, Мгм. так кажется. Интересный подход к игре, ну посмотрим, к чему у вас дальше будет получаться. Пока твои методики как будто работают. То есть два турнира у вас крупных получилось пройти, и это не может не радовать. Поэтому давай сразу тут немножко перекувыркнемся в сторону Клим Санычей. Состав достаточно разношерстный, то есть каждый игрок из разных команд пришел. Пришлось как-то притирать игроков друг к другу, чтобы они начали играть как цельная команда. Ну, в большей степени я, наверное, обращал внимание на конкретно именно личный скилл игроков — это была первостепенная для меня задача. Это такой основной фактор. И, а там уже дальше как такой, назовем это, рандом. То есть Мгм. то, какие люди, да, то есть там что под этой оберткой скрывается, это такой, ну, реально рандом, как повезет. Поэтому мне повезло. То есть мне повезло, что ребята оказались действительно, да, и скилловые, и очень старательными, и как бы я им тоже я им старался сразу объяснять свою философию, свой взгляд на игру, как я вижу тренировочный процесс, как я вижу наше взаимодействие и так далее, так далее, так далее. Поэтому ребята, в принципе, да, впитывали и, ну, словили этот общий какой-то такой вайб и как бы так вместе, в принципе, развивались. Ну и думаю, фактор, опять же, да, буткемпа и вот этого взаимодействия удачного, успешного, оно как бы тоже очень сильно повлияло, что мы там так сильно импрувнулись за 1 месяц. Вот вы так сильно раскачались. Возможно, какие-то возникали конфликты, так или иначе могут у игроков быть свои взгляды на происходящее. Были какие-то проблемы с этим вопросом? Приходилось ли кого-то выпускать один на один, допустим, на эсэфах, там, на пуджах, чтобы они между собой выяснили этот момент? Как вообще это построено в команде? Как-то от тебя это исходит или они сами между собой разбираются? У нас все личные разборки и выясняется в овертру, кто кого там перекидает с пылами и кто кого больше там загнобит, поэтому там все как бы эмоции выплескиваются, а так ничего такого я не припомню, что там что-то какие-то прям были именно конфликты, что как-то там что-то решалось через такой метод, точно нет, вот, а так, ну, естественно, в нашем коллективе конфликты, как и в другой любой, там, не знаю, среде, где есть люди, случаются, и как бы там постарались их садиться и вот лицом к лицу решать любые вопросы, сложности, а не умалчивать и там что-то какие-то обиды копить. Все в лицо. Мгм. Ну, пока не дрались, на ринг не выходили, ничего такого. Пока еще нет. Уже неплохо.
Такой, наверное, вопрос еще тоже вдогонку к Бирмингему. Насколько вообще важным пунктом было отобраться? У вас была уже Dream League, это уже достаточно неплохой результат, но, тем не менее, вот второй турнир, это уже LAN, это уже как будто более статусная история. Как вы вообще к этому подошли? Что было бы, допустим, если бы вы не отобрались? Был какой-то запасной план? Слушай, ну не было такого, что я такой, типа, знаешь, говорил там чуть ли не каждый день: "Ребята, нам очень важно отобраться там Мгм. на ESL, типа так и так". Такого вообще не было. То есть, Мгм. ребята взрослые, ребята, да, уже все с компетитив опытом определенным, и все прекрасно понимают, и все хотят, да, попасть на этот, да, турнир и отбираться там, да, и получать эти очки ЕПТ, да, вот эти супер важные. Поэтому, э, один раз, давай мы, да, обсудили там наши цели, да, на ближайший там сезон, да, и там проговорили перед буткемпом, да, что у нас там, как бы, что мы хотим делать там, да, для чего мы тренируемся. То есть такое там буквально, может, один-два раза было, но в целом, опять же, какого-то мега давления точно нет, потому что, Мгм. ну, нет смысла, да, строить каких-то ожиданий, потому что надо просто фокусироваться на конкретных локальных проблемах. То есть вы как команда, да, вы должны хорошо играть в доту. Чтобы хорошо играть в доту, да, вам нужно там выполнять какие-то определенные там, да, там задачи в игре. И условно, если вы играете плохо, значит, это не выполняется. И вот вы начинаете там, да, грубо говоря, эти все вопросы фиксить, чтобы просто хорошо играть. А если хорошо играешь, то, возможно, там, да, тебе улыбнется удача, и ты там на какой-то турнир войдешь. То есть вот нам улыбнулась удача, и как бы мы так раз-раз-раз, и вот на 2 турнира из 3 прошли. Удача, можно сказать, на нашей стороне оказалась в этом месяце. Получилось здорово. Тем не менее, ты также опять в своем телеграм-канале отмечал, что, думаю, игроки меня ненавидят. Были какие-то разговоры, что, может, какую-то квалу скипнем все-таки, или все единогласно сказали, что мы будем пахать этот месяц? Если ты мне сказал, что он хочет какой-то квал скипнуть, то я бы, думаю, его бы точно съел. Ну, это я шучу. Слушай, нет, конечно, говорю, у нас все ребята, все прекрасно понимали и хотели отобраться. И почему я так сказал, что меня, возможно, ненавидят внутри, глубоко внутри души, потому что, ну, э, за месяц, ну, ребята конкретно прям пахали. Там видно было, что уже под конец они Безусловно. действительно устали, и там некоторые из них признавались, что вот так как они пахали на этом буткемпе, они никогда в жизни не пахали вообще. То есть поэтому, как бы, вот я поэтому как бы и говорил, что ребята выложились, как бы, и постарались, как бы, на максимум из возможностей на то время, что у них было. Ну, возможно, в таком случае даже хорошо, что вы на дачу не отобрались. У вас будет немножко времени отдохнуть чуть-чуть после всего этого. А то Ну, не обычно, да? знаю, не знаю. Такие фотки там смотрю, там думаю, блин, я Э, бы тоже почилил там в джакузи, там поплавал в бассейне. Это, возможно, и было бы не лишним. Ну, получилось, как получилось. Ну На что судьбу ж, не жалуюсь. на Бирмингеме можно будет потом как-то отыграться. И такой вопрос сразу вот по количеству турниров. Вероятно, рано или поздно будет такая ситуация, что придется выбирать. Да, отмена DPC, могут быть тир-1, тир-2 какие-то турниры Мгм. параллельно. И может случиться такая ситуация, что квалы будут в одно время. В таком случае, кто у вас будет принимать решение и как будет оно основано? Мы идем на более высокий риск, но шансы пройти на этот турнир, допустим, меньше. Условный мажор, да, вот на миллион. Либо мы выбираем тир-2 турнир, более высокие шансы пройти на основную часть, но призовые уже поменьше. Как вот у вас будет это обсуждение? Ну, точно у нас стоит приоритет, да, турниры, которые связаны с ИПТ, это рейтингом, Мгм. который конкретно влияет, да, на отбор на ряд и на International, насколько я знаю точно, тоже они влияют. И, то есть, если мы, да, опять же, от ситуации, если мы понимаем, да, по нашим внутренним силам и состоянию, что там, да, нам тяжело там, да, играть сразу там несколько квал и там так далее, то возможно, что какие-нибудь там, да, тир 3 слэш там 2 турнира, может, какие-то и будем скипать. Мгм. Но в целом таких накладок у нас особо-то и не было, вроде как. Может быть, что-то я подзапамятовал. Но в целом, опять же, вот этот месяц у нас был как бы именно цель-задача, вот эти 3 квалификации, да, вот Бэтбум, Дача, потом Дримлига, Дримлига. Лига ESL. То есть как бы был именно фокус на эти 3 квалы, цель поставили, как бы и к нему двигались, да, только на них фокус. Мгм. Ну, получилось в итоге очень неплохо, 66%, так что можно порадоваться. Такой еще вопрос. Возможно, случится такая история, что вот как раз перед каким-то из крупных турниров, вряд ли уже перед дубайской дачей, но, возможно, перед Дримлигой выйдет патч Мгм. какой-то, да? И как ты оцениваешь эту историю? Насколько гибкие у тебя игроки, насколько вы успеете подготовиться, адаптироваться как-то вообще к этому готов? Вот к тому моменту бессонные ночи, там
ищем имбу, что-то подобное. Тут, не знаю, тут двойственная ситуация. С одной стороны, у меня игроки, они ну, очень гибкие, там у них реально вот так сидишь, смотришь пул, обсуждаем, рассуждаем, там, ну, прям вот куча героев. Мгм. Потом, да, начинаешь, то есть уже как-то пикать какие-то определенные стратегии, в которых ты уверен, и потом смотришь статистику уже постфактум, после турнира, такой думаешь, это что, одна пула персонаж, игрок у меня в команде там на 3 героев там всего сыграл там за квалу, там, но это опять же, э, скорее, да, я как драфтер, иногда приходится, да, чем-нибудь, да, жертвовать в плане драфта и, да, и какими-то определенными игроками, где ты там немножко урезаешь его там, да, то есть героев, что просто, да, он выполнял определенную задачу в игре. Мгм. Поэтому так получается, что как бы, да, именно определенное количество героев, да, из-за меты и из-за прочих факторов ты как бы там, да, сокращаешь пул игрока, хотя там, да, он, возможно, играет там намного больше героев. Вот. Мгм. Давай дальше немножко еще раз вернемся к твоему навыку тренера. Как-то ты свой этот скилл качаешь отдельными методами, то есть вне того, что ты непосредственно занимаешься тренерством. Возможно, какая-то дополнительная литература уже. Вот ты говорил, что специального образования нет, но, может, искал какие-то курсы, какие-то идеи подсматривал у обычного спорта, потому что бывает часто история, что у нас многое, так сказать, мигрирует в киберспорт с некоторыми изменениями. Как вот в этом аспекте ты импровишься? Ну, в целом, да, у меня такой майндсет, что я стараюсь всегда и в любом случае где-то себя развивать, да, и какую-то дополнительную литературу я там, ну, брал, читал, это, да, то есть там конкретно прям какие-то методики по, там, да, взаимодействию работы там и с подростками, и там со взрослыми спортсменами, то есть это и там какие-то были советские книги, и уже там какие-то современные, и иностранные, то есть какие-то такие я почитывал, смотрел, да, и всегда как бы пытался как-то именно это наложить на киберспорт, да, Мгм. и как бы именно я вот таких киберспортивных книжек, да, которые такие современные, там, да, типа вот он, из "Доты", да, какой-нибудь там, типа, великий тренер написал книгу, вот я такой сижу, такой: "Вот как он делает". Ну, сорян, жду, пока когда Салин, когда книгу напишешь, давай, ждем. Я почитаю с радостью. Э, Возможно, придется э, самому писать книгу Ахиллес. ну, если никто не напишет, ну что ж поделать, придется кому-то начинать. Ну, буду хоть в этой сфере первооткрывателем. Вот, поэтому да, литературу точно почитываю. Плюс, опять же, я нереальный там фанат всяких документальных там фильмов про спортсменов, там какие-то истории, какие-то реальные истории случались там, да, в жизни там спорта или не только спорта, какие-то такие мотивационные. Я там все просто, ну, просто так люблю их смотреть. Не сказать, что прям так специально сижу, вот, я тренер, мне нужно посмотреть там вот такой фильм, чтобы... Нет, я в целом их как бы люблю смотреть, поэтому здесь тоже что-то могу черпать какие-то вещи. Так, Ну и извини, плюс, опять же, перебью. Возможно, какое-то вспомнишь название или про какого-то спортсмена из недавнего что-нибудь? ну вот на буткемпе смотрели с ребятами, один из таких моих любимых фильмов. Там про историю про боксера. Русский перевели, русский как бы кинотеатр перевели его по-змански "Дьявол", Мгм. вот, а английский называется "Bleed, for This". Короче, там про историю про боксера, который, Мгм. попал в аварию, где у него там прям, еле выжил. Ему там сказали, что: "Чувак, если ты вообще начнешь ходить, это, ну, это большое чудо, и поблагодари Бога за такое чудо". А он говорит: "Вы чё, психанули? Я вернусь в бокс". И по итогу Ага. там чувак, он реально, то есть он себе там, чтобы не ему там ничего не вкололи, там не всякие операции не делали там в плане там инцизимы не водили, он там себе каркас в голову такой прицепил, такой на башку, чтобы такая шея удержала. И там типа шея там полностью там эти Так, ну, позвонки там у него. оставим это, я думаю, для зрителей. Название не записали. Вернемся обратно вот к этой теме своего импрува. Что-то еще Мгм. к этому аспекту хочешь добавить? Ну и третий аспект, наверное, то, что в целом, ну, я из семьи спортсменов. У меня батя заслуженный мастер спорта, ну, тренер по вольной борьбе. То есть я всю жизнь рос в спортивной среде, занимался там и футболом профессионально, и футболом, и плаванием. То есть я, в принципе, всю жизнь я нахожусь там, ну, около профессионального спорта, да, и поэтому я все, да, какие-то такие моменты, соревнования, я все это проходил, и поэтому, да, какой-то тоже определенный этот опыт и майндсет, он тоже, ну, присутствует, и он мне как бы тоже по факту помогает в этой среде, в киберспортивной. Мгм. Ну, это замечательно. Получается, такая уже династия небольшая выходит.
Дед? Ну Дед да, тоже да. увлекался чем-то таким или не помнишь, не Ну, знаешь? дед у меня, он перегонял стадо лошадей О, есть такой город Орск, из Орска до Алтая. Там, то есть это вообще, для меня до сих пор это что-то из фантастики мира невероятного, как можно там м, просто там 3 месяца скакать на лошади, там огромное стадо перегонять там просто в другую часть России. Это вообще, конечно, для меня это было, ну, нонсенс. Ну вот, да, такая вот такой дед. интересный аргумент из Мгм. биографии, тоже неплохо. Ну и давай потихоньку будем закругляться. Наверное, самый важный вопрос, который сейчас многих интересует после отмены DPC, после всего вот этого, постоянно из раза в раз говорят о вот этом крутом пике для доты, да, бесконечное количество, она все умирает, умирает, вот в этом году точно умрет. В этом году у нас еще есть анонсы, да, у нас есть ряд обещанный, пока информации про Инт какой-то не было специфичной, но тем не менее он в этом году должен быть. Какие твои мысли насчет вот дальнейшего развития про-сцены? ESL и PGL пока поддерживают. У нас от ESL уже вот 2 турнира есть. Фиссура с дубайской дачей 2 турнира тоже организовала. Что же будет в следующем году? Какие у тебя вот предикты, какие-то ожидания, что-то вот такие вот с твоей позиции и опыта в спортивной сфере? М, ну, в плане именно компетитив составляющая, да, именно для Тир э, 1, тир там, 2 тир команд 1, хотя бы. тир 2, да, то есть это как бы, ну, по факту для них это прям буст и крутость, потому что реально турниров много, ты там, да, на них там отбираешься, даже если не отбираешь, то, в принципе, да, ты живешь вокруг этих квалификаций, и в целом, да, какой-то опыт оттуда черпаешь и так далее. В принципе, здесь точно, типа, все окей будет, потому что, ну, пока что еще интересно, да, то есть спонсоров там и сейчас вроде, да, именно арабский, да, как сказать, регион включился там, да, то есть как шейхи вкладывают там, да, и так. В принципе, много турниров там, да, и другие страны тоже проводят, поэтому э, я думаю, что здесь будет развитие. По поводу, да, именно вот тут вопрос больше всегда такой в доте, да, приток именно новых игроков. Как бы, да, в доте, по сути, с Мгм. этим есть определенные сложности, что э, не так сильно онлайн повышается, если он вообще повышается, да, как бы, что, потому что, да, это уже большой вопрос квалиф, как они, как будут здесь что-то развивать или не развивать. И плюс, опять же, да, именно турниры, опять же, я могу путать, может быть, это моя такая уже старая память и типа там, а в мое время вот было так, просто вспоминать всякие там квалификации, там, не знаю, всякие были я не знаю, Joint Доты, всякие вот Мгм. эти ладеры, Аматорка, Семипро, там Про Серии, там столько было команд, столько там играло, регистрировалось, там прям вот этот был бесконечный поток, и, не знаю, там у меня в родном городе, там в Оренбурге тоже там было этих турниров, команд просто вообще куча, там приезжали из других там регионов и городов, то есть как бы, ну прям приток был какой-то вообще сумасшедший. Сейчас как будто это все чутка подутихло. И опять же, раньше, да, в той среде как бы больше, да, как бы там находился, плавал, больше там, да, знал, узнавал, то сейчас я просто, опять же, да, типа в ней меньше нахожусь и не понимаю, да, то есть вообще там, может, какие-то там, да, проводят студенческие, там, может быть, лиги, может быть, и школьные там, да, есть, и, может быть, там все-таки все не так плохо, но, опять же, не знаю. По этому вопросе у меня как бы мало информации, но посмотрим, как будет дальше. Ну что же, будем верить лучше в таком случае. И Мгм. давай все подточим, естественно, блиц-опросом небольшим. Если не знаешь, что говоришь, давай это следующий вопрос. Если знаешь, отвечаешь. Как бы Мгм. одно-два слова. Итак, любимое время суток. В какое ты наиболее активен, все в кайф, там утро, день, ночь, сова, жаворонок. Точно утро, раннее утро, у меня мозг работает, хочу много чего делать и так далее. Точно утро. Какие-то были конфликты с командой за то, что ты хочешь утром, а кто-то, допустим, сова? Скажем так, у нас есть в команде игрок, который очень любил ночную жизнь, именно дотерскую ночную жизнь, Угу. и он не представлял, как он на буткемпе будет там вставать в 9 утра, но по итогу спасибо Мункуши, что проявил свою, так сказать, волю и силу воли и вставал действительно весь буткемп в 9 утра, типа за это ему респект и уважение. Мега хорош. И тут сразу есть следующий Мгм. блиц вопрос. Важен ли режим для киберспортсмена? Супер важен, крайне важен. Ну, конкретно именно, да, то есть для команды это точно самое, не знаю, это база. То есть без этого никак. Мгм. Мы выяснили, что твой отец был спортсменом, поэтому такой вопрос. Есть ли любимый вид спорта, за которым ты следишь вне доты?
Классический спорт. М, Могу редко посматривать за, может быть, за футболом. Мгм. Так, иногда. То есть я раньше был нереальным, просто безумным фанатом футбола. У меня там были все тетрадки, все какие-то футболки, все, что было связано с футболом. Я прям был нереальный фанат футбола. Вот. Сейчас, конечно, все это подутихло, но в целом, типа, опять же, мне эта тема плюс-минус интересна, там могу да, следить за какими-то крутыми событиями. Мгм. Любимый предмет в доте, без которого ты не видишь победу? М, Хороший вопрос. Но если Любимый предмет в Доте. ничего в голову Вот не был, пришло. спросил бы ты меня это 1,5 месяца назад, я бы сказал, повис, 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 повис и Ну повис. да, кстати. Как бы сейчас с этим посложнее, не знаю. Пусть будет, пусть будут стики. Стики, важно. И от любимого предмета в доте переходим. Любимый предмет в школе. Был ли такой? Коля? Да. Или в вузе, допустим, или в колледже, М, на который ты с стопроцентной посещаемость, всегда ходил, всегда все лекции. Если такого нет, то нет, идем дальше. Тут от меня учителя были в шоке, потому что я там, получился не супер короткий блиц, придется подольше рассказать. В Ну 9 хорошо, давай. классе, да, школьники сдают этот ГИА. Да. Там, ну, про мое время сдавали, то есть ГИА. То есть ты такой, там выбираешь определенный предмет, да, который ты будешь сдавать. И большая часть ребят обычно там сдают какие-то определенные предметы ГИА, которые уже там будут в будущем, скорее всего, сдавать ЕГЭ. Мгм. Это обычно так это происходит. У меня это было просто, ну, вот, рандом. Я там сдал биологию там на 5, географию сдал на 5, и потом на следующий год мне там опять же, сижу в доту играю, никого не трогаю там, и тут меня раз спрашивают, типа, все, давай выбирай экзамены, кем ты вообще там профессию выбирай, кем ты будешь в будущем, и под него давай там всякие ну, предметы выбирай. Я Мгм. такой, типа, что? Я не знаю, есть профессия дотер? Нет? Ну ладно, нету, ну окей. Что, мам, говорю, какая профессия крутая вот учиться? Она говорит, ну вот адвокаты, они всегда полезны. Спасибо, мам, что до этого не туда, надо было программистов, но, видимо, нет. В итоге я выбрал, ну, историю, поэтому я там вообще прям мне было интересно. Именно вот история, там я её сдал на 90 баллов там с чем-то. То есть как-то вот, наверное, пусть будет история. Солидный, солидный рассказ. Есть ли причина, по которой ты бы ушел из доты? Да, нет, и если есть, можно вкратце тоже рассказать. Или ты до конца с дотой, вне зависимости от развития. М, Если что-то такое прям появится супер-супер интересное, да, в моей жизни, что там прям будет у меня нереальный огонь внутри жечь, и что-то будет мне другое интересное, то вообще перейду спокойно в что-нибудь, там, да, в другую сферу, либо там, если будет это одна сфера, может быть, там другая дисциплина, то есть, но это как пойдет. Пока что у меня именно к доте все неровно дышу, и пока что этот огонь не затухает. Отрадно слышать. Ну что ж, спасибо большое, что присоединился. Желаю успехов тебе и твоей команде. Естественно, на показать хороший, достойный результат на Dream League онлайн-турнир и, естественно, ESL One Бирмингем. И давай вот такой микро, что по визам? Как, готовы проходить уж Э, бирмингемский? Но мы как бы там сейчас все эти документы собираем и будем там подаваться, то есть мы как-то м, будем стараться все получить, сделать. Ну, надеюсь, удача опять же благоволит нам и улыбнется, и мы как бы всей команды получим, и все у нас будет супер. Мгм. И еще такой момент. Если вот нас сейчас смотрят молодые тренера, которые вот студенты, допустим, что бы ты им посоветовал? Какое главное качество, допустим, развить для себя или на что обратить внимание? У, Тут надо будет еще интервью на Еще 1,5 часа одно. продлевать. Да, тут накопил знания за много лет, Давай детишки. одно качество назови, и потом мы после того, как вы выиграете там Бирмингем, мы еще одно интервью запишем. Хорошо, пусть будет качество целеустремления. Вот, вот так будет Ну что ж, называть замечательно. Замечательно. это. Спасибо тебе большое. Желаю еще раз успехов тебе и твоей команде. И ждем, возможно, еще, когда освободятся ребята, твоих ребят уже из игроков Мгм, мгм. в интервью в том числе. Спасибо тебе за интервью. Рад был пообщаться. Давайте всем фанатам привет и до скорой встречи. Пока-пока. Пока.